Я сегодня поражен просто уровнем развития изобразительного искусства на Северном Кавказе, в частности, в Северной Осетии. Я вообще давний поклонник работ скульптора Владимира Соскиева. Я считаю его одним из самых талантливых скульпторов нашей страны, не только нашей страны, потому что вот тот особый стиль и взгляд на жизнь, на людей, который привнес он вот в искусство, его любовь вот к той земле, которая его взрастила, она, конечно, поражает. Поэтому я очень рад, что сегодня присутствую на этой выставке. Я думаю, что такие выставки нужны для того, чтобы весь наш многонациональный российский народ понял, насколько талантлив народ Северной Осетии, как и другие, собственно говоря, народы нашего Южного Кавказа. Расскажите, пожалуйста, о своих работах. Одна работа называется «Говорящие руки» или «Цветы бессмертия», а другая работа «Свет любви». А что они означают? Первая и вторая. Значит, первый это «Цветы бессмертия», как бы вот там, как видите, говорящие руки, два руки. Одна рисует, а другая как бы с кисточкой, а другая как бы с палитрой. А вместо палитры это рука, а вместо краски, видите, кровь там. То есть художник пишет, воплощает с кровью все этой жизни, красоты, рождения жизни и любви. А другое, «Свет любви», это посвящено моим внучкам, значит, это как бы эволюция света. Вот видите, свеча, лампа, фонарик, все это мы видели в своей жизни, и для меня это как бы символический, как бы свет счастья, поэтому я назвал «Светом любви». А так, если на этой выставке говорить, что вот Кавказ в Москве, можно сказать, что я сам москвич, я здесь живу, работаю, но в общем-то это прекраснейшие условия для развития отношений между нашими народами. Россия, Азербайджан, Осетия, Кавказ, Северный Кавказ, неважно. Все это выходит, это мир, дружба, любовь – это главный, основная, так сказать, вот мой лейтмотив во всех моих творчествах. А вот сегодняшняя выставка еще раз доказывает, что Россия может все народы дружно любить, как бы вместе, содружество, могут жить и творить, и развиваться. А почему на этой выставке представлены целых две скульптуры и одна картина с изображением индюка? Что это значит? Индюк вообще как бы символ богатства, красоты, тоже как синоним вроде бы павлину. Но это индюк не так красиво, конечно, но все же, видимо, воображение художника это как бы символ красоты, символ гордости. Это индюк гордая птица, не каждому отвечает. В общем, наверное, в таком смысле, я так понимаю. Мне было очень интересно делать эти куклы по Армении, Грузии, Осетии, Азербайджану, потому что с каждой из этих стран меня связывает впечатление детства и друзья. И для меня это очень личный проект. Я очень счастлива, что я явилась частью этой выставки. Выставка прекрасная, прекрасные художники, прекрасные живописи, скульптуры, очень интересные работы. И замечательно, что все это сегодня в Москве. Мне выставка эта очень понравилась. Конечно, очень и дорого, и приятно то, что пригласили меня на выставку. Я бывал на Северном Кавказе и в Закавказье бывал. Тут представлены работы вместе столица Сванети. Удивительное, интересное место. Работы, которые написаны мною были на месте, а это, в общем-то, натурные вещи. Так, как я вижу, как я чувствую природу, так это получается. Но меня удивляло, конечно, вот это вот огромное количество башен, сторожевых башен, которые почти у каждого дома сохранились.
К сожалению, так вот получилось, что мне не довелось забираться на каждую башню, или хотя бы на одну, и посмотреть, как это сверху выглядит. Ну, я написал то, что мне нравилось. И здесь вот улочка вместе, сама вместе. Здесь в горах Сванети. А тут я, шутя, написал жену и дочку. И дочь здесь присутствует, и жена. Вся выставка мне очень нравится, мне очень близко, многие авторы, потому что мне доводилось в 80-е годы ездить каждый год в Владикавказ и принимать выпуск студентов художественного училища. Замечательное художественное училище там было. Оно и сейчас существует. Так у меня осталась связь. Сейчас я преподаю в Суриковском институте, и очень часто бывают студенты из Владикавказа, скульптора. Так что мне и скульптора, которые здесь представлены на выставке, многие знакомы как авторы. Желаю больших успехов им всем, отличной работы. Эти работы имеют для меня какое-то очень большое значение. Это горы, это Дагестан. И художник дагестанский Олег Пербудагов, хотя он и живет постоянно в Москве. Верхняя работа, которую мы видим, зимний пейзаж, в чем-то уникальна. Обычно горы показывают более пестрыми, разными. Они зимой. И здесь такое единство, внутреннее дыхание зимы и гор объединенное. Мне это очень дорого и близко.